На предыдущей лекции мы остановились на формулировке теоремы о пределе монотонных ограниченных функций. Ну там нам пришлось много чего формулировать. Давайте мы это вспомним. Значит, есть у нас функция f, действующая f просто, действующая из e f. F является для определенности неубывающая и ограничена сверху. Можно было рассмотреть вариант невозрастающий, ограниченный снизу. Доказывается абсолютно так же, вы это можете сами попытаться доказать. Затем мы определяли, где же нас интересует предел. Два случая. Если e не ограничено сверху, тогда в качестве предела, в качестве точки, в которой мы ищем предел, мы берем плюс бесконечность. Если e ограничено сверху, то в качестве этой точки мы берем супрему e. Супремум e. И нам надо потребовать, чтобы эта точка А была предельной точкой Е, потому что иначе мы просто не можем говорить о пределе в этой точке. Значит, можно просто это сказать, что А должна быть предельной точкой Е, и это всегда будет, если А останется супремумом множества Е, из которого мы выбросим саму эту точку А. Вот я это говорил. Например, если А равняется супремуму Е без А. Это уже не определение того, как мы А берем. Это уже просто равенство двух чисел. Мы уже А имеем. Вот оно какое у нас. Да? Так вот, если это выполняется, такое равенство, если мы выбросим А, все равно у нас А останется супремумом этого множества, то значит А будет предельной точкой. Это мы даже не будем использовать при доказательстве, это просто замечание о том, когда обязательно А будет предельной точкой. Ну то есть я не хочу, чтобы была вот такая ситуация. Вот это вот Е и еще какой-то элемент относится к Е. Да? Вот, все точки здесь и еще одна. Тогда, понятно, супремум этого Е будет вот эта точка. Но она же не будет предельной для множества Е. Нас это не устраивает. Но как раз именно в этом случае, если мы саму эту точку выбросим, то у нас изменится супремум. У нас уже супремум перейдет сюда. И этого равенства уже не будет выполняться. Так вот, мы эту ситуацию не рассматриваем. Мы всегда считаем, что супремум Е является предельной точкой множества Е. Вот это нас устраивает. Значит, я все это убираю теперь и просто оставляю вот эти вот условия, что А это супремум Е, А является предельной точкой. Вот. Что еще? Собственно, все. При условии вот выполнения всех этих, при условии, что выполняются все эти свойства f, предел f от x, когда x стремится к a, существует. И на самом деле можем написать четко, чему он равняется. Он равняется супремуму f от x, когда x принадлежит e, но только тут вот надо такое маленькое уточнение сделать. Когда x принадлежит e без a. Почему? Вот надо выбросить А. Потому что, несмотря на то, что у нас А может быть предельной точкой, и функция будет, как сказано, неубывающей, тут я вообще нарисовал возрастающую, кто мне запрещает определить мою функцию вот так? Да? Что она возрастает, да? Она ограничена сверху, но в этой точке она вот так себя плохо ведет, она испытывает скачок. Почему бы и нет, да?
Но и тогда, если я возьму супремум из всех значений f от x, то, естественно, у меня максимальное будет здесь. Но никакого отношения к пределу это значение не имеет, правда? Предел будет вот где. Предел будет вот где. Вот. Вот это тот самый предел, который мы сейчас буквой А большой обозначим. Так вот, чтобы не было такой неприятности, я сразу выбрасываю значение функции в точке А. При вычислении предела оно совершенно не нужно. Да? Мы его не учитываем, значение в точке. Нас интересует, как в окрестности точки функция себя ведет. Вот поэтому я здесь выбрасываю А. Тогда будет все в порядке. Тогда вот это как раз, независимо от того, как функция f себя ведет, вот предел будет равняться. Еще раз обращаю ваше внимание, что вот в этом примере наша функция удовлетворяет всем условиям теоремы. Она возрастает, правильно? И ограничена сверху. Так что, чтобы вот наша теорема была верна, надо здесь все-таки рассматривать иксы из Е без точки А. Так, мы докажем теорему для случая, когда Е ограничено. Для случая, когда у нас Е неограниченная, а бесконечность, доказывается так же, можете сами попытаться это сделать. Доказательство. Это быстро мы проведем. Полезно сравнить это доказательство с аналогичной теоремой для последовательности. Для неубывающих, ограниченных сверху последовательности. Кстати, вот этот случай очень похож будет именно на случай последовательности. Да? Еще по этой причине стоит именно этот рассмотреть, он будет немножко отличаться. Значит, обозначу буквой А то, что должно быть пределом нашей функции. Просто обозначим. Не буду писать определение предела, я в конце его напишу. Я надеюсь, вы уже помните его хорошо. Надо только помнить одно, что начинается он с чего? Что для любого эпсилона, да? Вот давайте мы как-то зафиксируем эпсилон больше нуля. И построим все, что нужно в определении предела функции для данного эпсилона. А воспользуемся мы сейчас определением супремума. Вот для любого эпсилон больше нуля. По определению супремума, что мы можем утверждать? Что найдется такая точка x, я ее обозначу x эпсилон, чтобы подчеркнуть, что она от эпсилон зависит. Да? Вот отсюда точка, где мы супремум находим, которая переводит функцию куда? То есть, если мы немножко а уменьшим, то это уже не будет супремумом. Да? Значит, вот мы найдем x, который переводит нашу функцию вот в точку, которая будет больше, чем а минус x. Ну, напомню, что для любого x из e без a в силу того же определения супремума f от x меньше или равен a. Это более простая часть определения. Да? Вот это означает, что А это верхняя граница нашего множества, а вот это означает, что А это точная верхняя граница нашего множества. Вот, значит, мы такое получили. Отсюда мы практически все и получим, что нам нужно. Пока понятно, да? Видите, x принадлежит e без А. Иными словами, x эпсилон меньше, чем А. Меньше, чем. Не равняется он А, потому что А сюда не входит. Если это меньше, чем А, обозначим дельта, тоже в определении функции есть, да, как А минус x эпсилон. И это будет гарантированно больше 0. Картинку, я думаю, стоит нарисовать. Вот это у нас А, вот это у нас x эпсилон. А вот это получается дельта. И давайте посмотрим, что происходит, если у нас иксы попадают вот сюда.
пусть x принадлежит а минус эпсилон, нет, а минус дельта и а. А минус дельта это просто-напросто x эпсилон. Да? Что тогда можно сказать о значении функции f в этой точке? Кстати, x может находиться правее а. Нет, да, x не может находиться правее а, потому что а это супремум e. Супремум e. Так вот, если это так, то есть можно написать, что выполняется вот такое неравенство. X эпсилон меньше x. Ну, по картинке хорошо видно, да? В силу монотонности f в данном случае неубывание f, что мы получаем? Если f x эпсилон меньше x, то f от x эпсилон меньше или равно f от x. Вот. Теперь давайте мы это неравенство запишем еще раз и дополним его дополнительными какими-то членами. Во-первых, ну вот тут я эпсилон не написал, нехорошо, так? Надо эпсилон написать. Вот это пусть у нас будет звездочка, это у нас пусть будет 2 звездочки. Значит, в силу звездочки я могу написать, что это еще оценивается величиной а минус эпсилон. В силу вот этого соотношения, это для любого x, видите, так что для нашего x тоже это подходит. Это меньше или равно а. Ну а раз так, то это будет строго меньше, чем а плюс эпсилон. Чем а плюс эпсилон. Иными словами, f от x меньше а плюс эпсилон и больше а минус эпсилон. То есть f от x минус а по модулю меньше эпсилон. Ну и теперь давайте смотреть, что же у нас окончательно получилось. Мы выбрали какое-то эпсилон больше нуля, произвольно. Для него мы построили дельта. Да? Мы выбрали x, и по этому x построили дельта. Найдется такое дельта. Какое дельта? Что для любого x, принадлежащего, что это такое? Это дельта окрестность точки А, проколотая. Я сказал, что по эту сторону ничего быть не может. Тут просто нет элементов множества e. Значит, да, я напишу так. Для любого x такого, что x минус а больше нуля и меньше дельта, это я просто переписал. Для любого x, принадлежащего e, выполняется, что f от x минус а меньше эпсилон. А это определение предела функции. Так что мы доказали, что предел функции, когда x стремится к а, равняется а большому. Ну вот, я вам предлагаю, во-первых, посмотреть, что будет, если а равняется плюс бесконечности. Так? А во-вторых, сформулировать и доказать теорему о поведении невозрастающей функции, ограниченной снизу. Причем тоже в точке, которая будет равна супремуму e или точке плюс бесконечность. То есть функция ограничена снизу,
Да? А Е мы опять-таки предполагаем, что ограничено сверху. Или не ограничено. То есть всегда у нас предел рассматривается вот в эту сторону. Да? Собственно говоря, этот предел является в каком-то смысле левым. Да? Мы рассматриваем ту точку, справа от которой нет никаких элементов из Е. Ну вот, вопросы. Странно, что почему супрейм, если она будет не возрастающая? Ну, сейчас я рисую картинку, ничего странного не будет. Функция, которая теперь вот так себя ведет. Но мы все равно рассматриваем ее поведение вот на правом конце. Она ограничена снизу, но убывает. Как она себя ведет здесь? Будет у нее предел? Будет. Собственно, никто не мешает нам еще доказать теоремы, связанные с ее левым концом. Да? Ну, ради бога, еще будут две теоремы. Есть время, можете их сформулировать. Но я сомневаюсь, что у вас будет время. Хотя бы вот эти теоремы сформулируйте, попытайтесь разобраться. Еще вопрос. Чем мы закончили раздел о последовательности? Критерием Каши. Мы сформулировали, что такое фундаментальная последовательность или последовательность Каши, и доказали, что любая фундаментальная последовательность имеет предел, и наоборот. Любая имеющая предел последовательность является фундаментальной. Вот аналогичный факт имеет место и для функций. Здесь, правда, такого понятия, как функция Каши, нет, потому что это факт, так сказать, не глобальный. Мы можем к разным точкам рассматривать предел. Так вот, аналог свойства для последовательности Каши для какой-то конкретной точки нашей функции. Вот. Никакое определение мы давать не будем, мы сразу сформулируем теорему. Вот, назовем это, а вот называется эта теорема действительно критерий Каши. Только, как и для последовательности. Критерий Каши – существование предела функции. Критерий Каши – существование предела функции. Как обычно, наша функция действует из Е в А предельная точка Е. Так. Существует предел функции f от x, когда x стремится к А. Тогда и только тогда предел функции f в точке А существует, тогда и только тогда. Видите, я даже написал, чему он равняется, потому что здесь это мне не потребуется. Вот условие, в котором не фигурирует само значение предела. Тогда и только тогда, когда для любого эпсилона большего нуля. Тут будет интересное, значит, утверждение, в котором два языка смешиваются. Вот тут я написал эпсилон, а сейчас я еще окрестность использую, мне будет удобно. Существует такая окрестность, проколотая в точке А, что для любых x' и x2' принадлежащих этой окрестности, пересеченной с Е, выполняется f от x' минус f от x2' меньше эпсилон. Вот у меня функция какая-то, вот у меня А. Вот похоже, что это у меня
предел в точке А, но это не важно. Так? Что я утверждаю? Для любого сколь угодно малого эпсилон я могу найти такую, разумеется, тоже маленькую окрестность точки А, что если я любые две точки из этой окрестности возьму, то они будут располагаться, то они будут переведены в точке f от x штрих f от x до штриха тоже близкие. Тоже близкие. Вот где-то здесь будет располагаться, то есть если вот эпсилон у меня, если эпсилон у меня вот имеет такое значение, то я могу выбрать такую окрестность. Если я возьму эпсилон меньше, да, ну какую-нибудь вот такую, да, все равно я могу еще меньшую окрестность выбрать, чтобы любые две точки из этой окрестности точки А переводились в точки уже на y, да, на оси y, которые тоже будут близки, будут находиться на расстоянии меньше, чем эпсилон. Всегда можно выбрать окрестность точки А, чтобы вот все точки из этой окрестности переводились в точки, близкие между собой. И тогда мы можем утверждать, что у функции в точке А имеется предел. Разумеется, как ведет себя функция в самой точке А, нас не интересует. Эту точку мы выбрасываем. Ну вот такая теорема. Ее нам уже будет проще доказать, чем теорему для последовательности, потому что мы будем на эту теорему опираться. Ну и вообще тут необходимость доказывается очень легко. Во всех критериях Каши необходимость доказывается легко. И ее мы докажем явным образом. Значит, докажем явным образом, что если доказательство необходимости дано, существует предел, и тут я, конечно, напишу, чему он равняется. Ну, а доказать вот это, доказать вот этот факт. Доказать этот факт. Доказательство. Запишу, что означает существование предела. Для любого эпсилон больше нуля. Собственно, я и здесь могу использовать смешанное определение, да? Кто мне мешает написать в начале эпсилон, а потом написать окрестность? Никто. Вот. Ну ладно, не буду я это делать. Найдется такое дельта, что для любого x, принадлежащего e такого, что x минус a больше нуля и меньше дельта, выполняется f от x минус a большое меньше эпсилон. А я напишу не эпсилон, а эпсилон пополам. Мне так будет удобно. Так. Ну так вот, давайте рассмотрим дельта окрестности. Это означает, что если x' принадлежит дельта окрестности пробола этой точки А, x', то f от x' минус a большое будет меньше эпсилон пополам. Произвольно x'. Но то же самое справедливо, если я какой-то еще возьму x из этой же окрестности, x2 штриха. Ну, пересеченный с e, конечно, да? Давайте я это напишу. va дельта 0 пересеченный с e. То же самое будет выполняться. f от x 2 штриха минус a тоже будет меньше эпсилон пополам. Какие бы я иксы не взял из этой окрестности, эта разность будет меньше эпсилон пополам. Вот. А что тогда можно сказать о такой разности? f от x' минус f от x 2 штриха. Вы можете сравнить, что в критерии Каши для последовательности было абсолютно такое же доказательство. Я добавляю и вычитаю f от x' минус a плюс a минус f
модуля, да? Модуль суммы меньше или равен сумме модулей. Меньше или равен f от x штрих минус а плюс f от x 2 штриха минус а. Ну, на самом деле а минус f от x 2 штриха. Ну, понятно, это то же самое, поскольку у нас модуль стоит. Вот. Это строго меньше эпсилон пополам плюс эпсилон пополам. Ну, получаем эпсилон. И вот видите, неравенство строго меньше. Начали мы отсюда и пришли сюда. Именно это нам надо было доказать. Для любого эпсилона. Мы построили такую окрестность. В данном случае это дельта окрестность. Такую, что для любых двух иксов, попадающих в эту дельта окрестность, разность между этими иксами оказалась меньше эпсилона. Необходимость мы доказали. Это просто. Достаточность. 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 Вот теперь нам дано. Да. Или вопросы? Пока не стер. Да. Вопрос. А когда мы первоначально записали определение эпсилон, для эпсилона любого эпсилона больше нуля, существует дельта больше нуля. Да. И для любого x принадлежащего e мы не должны исключать точку А в этом? Ну вот же мы исключили. Смотрите. Это вот тут исключается. X минус А строго больше надо. Так. Еще? Можно вопрос, а какую именно дельту мы зафиксировали вот там, где? Вот здесь? Нет, ниже. То же самое, разумеется, это же самое дельта. Как же? Вот это, которое существует по определению предела. Вот это самое дельта мы зафиксировали. Мы его не стали еще заново изобретать, оно уже у нас есть. Я просто переписал этот факт, используя обозначение окрестности. То же самое, смотрите, вот эти же самые неравенства. Еще вопрос. Так. Итак, достаточность. Нам теперь дано, что выполняется это утверждение, и надо доказать, что существует предел. Мы сейчас докажем, что для нашей функции можно применить критерий существования предела в терминах предела последовательности. Напоминаю, что он означает. Для того, чтобы доказать существование предела, нам достаточно вот что получить. Для любой последовательности xn, такой, что xn принадлежит e без a, и xn стремится к a, когда n стремится к бесконечности, выполняется, что f от xn стремится к одному и тому же для любых последовательностей xn значению a. Вот. И если это выполняется, то а как раз и будет пределом функции. Да? Это первая теорема, которую мы вообще доказали, ну, точнее вторая. Первая была единственность, а вторая была критерий. Значит, если мы сможем это доказать, то мы тем самым докажем, что функция имеет предел. Для любой последовательности xn, сходящейся к малому, f от xn сходится к большому. Так. Зафиксируем последовательность xn. Мы хотим доказать, что f от xn, ну вот этим самым способом, не буду еще раз писать, стремится к a. Вот это мы пока не знаем. Мы хотим это доказать. Мы хотим это доказать. Что мы
хотим доказать, получается? Что для любого эпсилон большего нуля найдется такое n натуральное, что для любого n большего n большого f от xn минус a будет меньше эпсилон. Вот что означает, что наша последовательность f от xn стремится к a большому. То есть, вот опять же, сможем ли мы подобрать такое n, чтобы выполнялось такое соотношение? А что мы знаем? А что мы знаем для xn? Что xn стремится к a. Так? Давайте на языке окрестности. Для любой окрестности точки А найдется такой n натуральный, что для любого n большего n x nt принадлежит вот этой нашей окрестности. Я могу тут написать нолик. Почему? Почему нолик? Потому что xn никогда не равняется a. То есть, а это нам известно. Это по условию. Для любой окрестности точки А мы всегда сможем найти такой номер, что для всех больших номеров это будет выполняться. Так вот, оказывается, этот номер и есть тот самый номер, который нам нужен. Только надо сделать еще один шаг. Надо еще один промежуточный шаг. Вот это. Надо воспользоваться звездочкой. Звездочкой. Вот здесь давайте мы это сделаем. Я сейчас из двух известных нам фактов сконструирую тот, который мне нужен. Начинаю с эпсилона. Для любого эпсилона больше нуля. В силу звездочки найдется такая окрестность, проколотая А. Некоторая найдется такая окрестность. Так? А теперь я буду вот не это писать, а сразу займусь этим фактом. Я нашел некоторую окрестность. И вот теперь, поскольку это тоже окрестность точки А, я для нее могу построить n. Да? Что для нее найдется такое n натуральное, что для любых n больше n, x n принадлежит вот этой вот самой окрестности. Для любого n большего n. Замечательно. На самом деле это я зря написал, потому что, то есть не то, что зря, мы еще один промежуточный шаг сделали. Ну ничего. Если я возьму m, просто m больше n, то же самое будет выполняться, правильно? Вот. Значит, что получается? Для любого эпсилон большего нуля найдется такое n натуральное, что для любых n и m больше n большого выполняется xn и xm принадлежат вот этой окрестности. Но если они принадлежат этой окрестности, то в силу звездочки мы получаем, что f от xn минус f от xm меньше эпсилон. Значит, видите, если это обозначить двумя звездочками, вот этот факт, то получается, что мы вначале
воспользовались вот этим фактом, а потом уже здесь, когда перешли, мы воспользовались вот этим фактом. Ну, я давайте это уже сотру. Я получаю, что для любого эпсилон большего нуля найдется такое n, что для любых n и m больше n, f от xn минус f от xn, m меньше эпсилон. Если выбросить все промежуточные выкладки, то я именно это получаю. Я беру n, для него выбираю mn и получаю такую разницу. Что я получил? Я получил, что последовательность f от xn является фундаментальной. Это в точности определение фундаментальной последовательности. Что зря я это написал. А отсюда по теореме, это, конечно, правильно, но просто лишнее. По теореме Каши для последовательности я делаю вывод, что f от xn сходится. То есть имеет предел. Значит, еще раз. Я взял какую-то сходящуюся последовательность xn. Записал, что означает, что она сходится. Это я обозначил двумя звездочками. И еще мне вот это выполняется. Объединяя эти два факта, вот, это еще осталось, да? Я получил, что для последовательности f от xn выполняется условие Каши. То есть эта последовательность является фундаментальной. Для любого сколь угодно малого эпсилон я могу взять такой достаточно большой номер n, что для всех больших номеров все элементы последовательности будут близки между собой. А уже это, из этого факта следует, что наша последовательность сходится. Вот это мы доказывали долго, сложно, но уже доказали в свое время. Да, теперь мы просто этим пользуемся. Так что, доказали мы достаточность? Да. Вот хороший вопрос. Мы доказали, что какую бы я последовательность xn не взял, последовательность f от xn будет сходиться. Осталось нам доказать, что независимо от выбора xn, сходиться будут эти последовательности к одному и тому же числу. Вот тогда это число и будет пределом функции. Значит, нам нужен еще один этап доказательства. Второй. Ну, давайте это через 5 минут сделаем. Значит, пока подумайте.